Изнуренная, истощенная цепью собака пребывала возле своего домика, имея в распоряжении лишь миску и скромное убежище. Хозяин, взявший ее к себе, переживал трудные времена и мог предложить ей всего лишь воду и кусочек хлеба ежедневно. Однако заботы о бродячей собаке для него не стояли на первом месте. Она была больна и практически слепа, но лечение так и не последовало. К тому же, несчастное животное оказалось беременным. Но это лишь начало истории одноухой Мэгги, чью судьбу жизнь решила кардинально изменить. Мэгги прислушивалась к шагам прохожих. Ее зрение было почти утрачено из-за застарелой инфекции, и через опухшие веки ей было тяжело что-либо разглядеть. Но однажды к ней подошел человек, который начал с ней нежно разговаривать, а потом погладил, поняв, что собака дружелюбна. Этим человеком оказался Хусейн, основатель приюта для животных в Ливане. Его тронуло печальное состояние псины, отсутствие уха, худоба, искривленная спина. Осматривая бедное животное, он ощутил под ее кожей множество шрапнели. В нее стреляли не раз. Раны были воспаленными. В Ливане после войны образовалось много брошенных животных, блуждавших по улицам в голоде и страхе. Во время национальных потрясений первыми страдают самые уязвимые. Хусейн легко договорился с владельцем Мэгги о ее передаче. После посещения ветеринара было принято решение прервать беременность собаки и стерилизовать ее, так как шансов на обретение дома у будущих щенков не было. Во время осмотра ветеринар выявил в теле собаки множество пуль. Судьба Мэгги начинала принимать новый оборот. Операция по удалению пуль была слишком дорогой для ливанских условий. Хусейн не имел возможности оплатить такие расходы, так как приют уже балансировал на грани выживания. В поисках помощи он опубликовал ряд объявлений в социальных сетях о Мэгги. Мэгги нашла свое счастье, когда ее горькую судьбу прочитала Роксана. Эта женщина уже не раз проявляла свою доброту, устраивая сборы средств и помогая животным. Именно Роксана стала спасительницей Мэгги, организовав ее перевозку в Великобританию, хоть и не стала оставлять ее у себя из-за большого количества уже имеющихся питомцев. Роксана нашла для Мэгги новую владелицу, Кейси Карлин. Все было отлично, кроме одного недоразумения. В процессе перевозки упустили факт, что у собаки в теле все еще находятся пули. Кейси узнала об этом только спустя время, обнаружив странные черные шарики в доме и заметив на теле Мэгги раны. Ей показалось, что это клещи. Ветеринар предположил, что в Мэгги стреляли один раз из винтовки и трижды из охотничьего ружья. Тело пыталось само изгнать чужеродные элементы, вызывая множество небольших воспалений. Удалить более 70 осколков сразу было невозможно, поэтому врачи решили провести несколько операций. 3 операции прошли успешно, удалось извлечь все пули, а раны затянулись. К сожалению, зрение Мэгги спасти не удалось, глаза были разрушены инфекцией. Тем не менее, она остается добродушной и ласковой, радостно играя с Кейси. Без промедления Кейси отвезла Мэгги в ветеринарную клинику. По результатам томографии выяснилось, что осколки пуль остались в спине, груди и плечах животного. Сердце Кейси разрывается от слез, видя, через сколько бед прошла ее питомица. Однако теперь она обеспечена любовью и заботой. Желаем Мэгги прожить множество счастливых лет, она это по-настоящему заслуживает.